Привет всем! В этом видео я хочу поделиться с вами моей поездкой по Сибири и Байкалу и немного показать вам вдохновляющих историй середины этого лета. Это было особенное лето. Возможно, подойдет слово «идеальное». Прохладное по температуре и не сильно дождливое. Было видно, что такое сочетание погоды нравилось самой природе. И даже растения были зеленее обычного. Но несмотря на всю красоту природы рядом со мной, я не обращал на нее никакого внимания. А ежедневно и усиленно работал над своими проектами и в перерывах все время проводил со своими друзьями. Все было более чем замечательно, пока я не осознал, что меня снова начинает одолевать жажда приключений. И потихоньку внутри себя я начал формировать идею, которая постепенно превратилась в понятный тезис. А почему бы не отправиться в путешествие по Сибири? И когда к середине лета во мне окончательно проснулась жажда приключений и открытий, я был полностью готов. Первым пунктом моего пребывания был город Улан-Удэ, который является столицей Республики Бурятия. И оказывается, именно в этот день там проходил День города. Вся суть праздника заключалась в следующем. Днем на главной площади организовали парад, а вечером концерт. Сотрудники ключевых компаний города сами принимали участие в параде и показывали, чем славится их предприятие. Несмотря на некоторую простоту концепции, такой душевности я не испытывал очень давно. Какой был мой план? Я очень хотел посетить озеро Байкал и Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии. Поэтому я решил прилететь в Бурятию, в Улан-Удэ, по южному берегу Байкала доехать до Иркутска, каким-то образом попасть в Хакасию, а затем добраться до Красноярска. И поскольку билеты я покупал по мере продвижения по маршруту, то спонтанные остановки и приключения происходили постоянно. Я читал, что в лесах рядом с Байкалом обитают дикие звери. И поэтому в заповедниках даже запрещают сходить с троп, иначе есть немаленький шанс их повстречать. Насколько это правда, мне выяснить так и не удалось. Максимум, кого я встретил на своем пути, это кота. Не представляю, как он туда попал.
Почти все мое путешествие на Байкале была кристально чистая и спокойная вода. Но, как оказалось, Байкал бывает не только спокойным. Ощущение, когда тебя снизу вверх окатывает ледяной водой, бесценно. Но когда к вечеру вода снова успокаивается, приходит то самое волшебство. И я не мог не искупаться в такой воде. Бывает, даже в самых веселых и интересных путешествиях становится немного грустно. Вспоминаешь прошедшие годы, веселые и грустные моменты и думаешь, все ли правильно делаю? И в такие моменты иногда окружающий мир подкидывает дополнительную пищу для размышлений, как будто намекая на что-то. Но ничто не вечно. И как хорошо, что такое нестабильное состояние рано или поздно заканчивается. «242 метра или 80-этажный дом». Именно такая высота у самой большой плотины в России – Саяно-Шушенской ГЭС, которая находится в республике Хакасия. Рядом с ней начинаешь осознавать, на что способна рука человека и насколько громадными могут быть рукотворные объекты. На саму плотину проводят экскурсии, и я очень рекомендую вам попасть на одну из них. Но, к сожалению, в рамках безопасности снимать плотину близко запрещено, поэтому на камере остались только общие кадры. Зато с ближнего расстояния я смог снять огромное количество сусликов в городе Красноярск. Ну да, еще мост увидел. Утро. Я в парке Красноярские столбы. Лезу вверх. Дорожка на 800 метров. Кажется, что в обычный день она получилась очень простой и легкой. Но я не учел, что после тяжелого и длинного поезда, которым я сюда добрался, и бессонных ночей, это довольно сложненько. Но кругом птички, бурундуки бегают, прыгают. Это все выглядит замечательно. Это дает силы лезть и карабкаться вверх.
Каждый новый километр по заповеднику Красноярские столбы давался нелегко, но оно того стоило. А затем я вернулся домой, в родные края. Постепенно созрел урожай, который нужно было обработать и убрать до зимы. Но мое самое любимое время – это когда мы вместе с бабушкой готовим ягодный сок. Илья платишь. Отлично. 12, пожалуйста. Как после этого я выиграю? Такс. А я тут затеял небольшой ремонт и меняю некоторые части домика. Дом был впервые построен лет 30 или 40 назад. И логично, что время идет дальше, вперед, технологии меняются. И поэтому все требует замены, все требует ремонта, некоторые части устаревают и требуют обновления. Вот сейчас вот смотришь, как принято. Не знаю, сюда можно столик поставить. Это мои новые окна. Они пластиковые и они покрыты прям такой красивой-красивой пленочкой. Они пропускают тепла намного хуже, меньше, чем прошлые деревянные, и поэтому зимой и в холодное время года в домике будет намного теплее. Окнами будет заниматься, их будет устанавливать специальный мастер, который хоть что-то в этом понимает. К сожалению, я ничего не понимаю, поэтому я буду просто наблюдать. Это будет очередной красивой историей. Установка окон в домик. Но на самом деле я очень рад, потому что от старых, конечно, в холодное время года очень дуло. Надеюсь, что от новых так дуть не будет. Но кажется уже, что то пространство света, тот свет, который падал в комнату, он немножко уменьшится. И, наверное, с этим нужно будет тоже что-нибудь придумать, например, повесить светоотражающий материал, как вариант. Такие вот дела.